Город, от которого пропадает дар речи и периодически бросает в дрожь. У меня аж мурашки по коже. Что ищут в Плёсе сильные мира сего? Где-то здесь очень известная резиденция. И что здесь нашел знаменитый мастер пейзажа? Вот он, Исаак Левитан. В этом выпуске я исследую этот крохотный город на цвет, Не очень мне получилось. попробую его на вкус Здесь, конечно, костлявый немножко. и с головой окунусь в деревенскую жизнь с легким налетом роскоши. Он меня плюнул. Внимание! До отправления в прошлое остаются считанные секунды. А мне 17. Широкая река, рыбацкие лодки, церквушки и разноцветные деревянные дома. Мне кажется, начать знакомство с этим тихим, уютным городом лучше всего с Соборной горы. Виды-то какие! Хотя город – это, конечно, громко сказано, скорее городок. Но несмотря на скромные размеры, он настоящее сокровище на Волге. Это Ян-Ян, и я приехал в Плёс. Небольшой городок на севере Ивановской области. Население едва ли 2000 человек наберется. А сам Плёс всего каких-то 3 квадратных километра. Но именно тут сохранился и бережно поддерживается подлинный дух русской провинции. Вы знаете, гуляя по Плёсу, чувствуешь такое умиротворение. Здесь нет каких-то посторонних шумов. Квакают лягушки, поют птицы, плещется Волга. Так спокойно, если честно, мне не было очень давно. Я понимаю, почему художники сюда приезжали и писали свои картины. Это же настоящие русские пейзажи. Вот они, знаменитые левитановские пейзажи. К художнику Исааку Ильичу мы не раз еще вернемся. А пока о картинах, что рисует сама природа. Такое ощущение, что ты находишься в каких-то декорациях, таких старинных декорациях, где снимают кино. Ну, если бы не современные машины. Чем не машина времени? Раз, и ты в конце 19 века. Прошел пару сотен метров и оказался еще дальше от современности. В центре Плёса находится Калашная улица. Здесь в 17-18 веках проходила торговая артерия города. А сейчас здесь ярмарка. Впрочем, хватит старорусского шопинга. Давайте на время переместимся в деревню Выголово, что в 3 километрах от Плёса. Сейчас такое покажу, закачаетесь. Здравствуйте. Здравствуйте, Яна. Элина. Очень приятно познакомиться. познакомиться. У вас здесь так уютно и так как-то... Ой, не забыла слово. Колоритно. Колоритно. Скажите, пожалуйста, что это у вас за место-то такое интересное? Вы сейчас находитесь на территории эко-деревни. Наш комплекс называется «Знатная сторонка». Существуем мы уже 5 лет. Вот так дом, которому 1,5 века, взял и превратился в красивейшее деревенское подворье. Такое, что за версту видно. На самом деле я очень сильно удивлена, что недалеко от Плёса есть такая замечательная экоферма, где в принципе есть все. Мне кажется, у вас просто отбоя нет от туристов. Да, в сезон, в летний сезон очень много гостей. Посоветуйте, что первым делом здесь посмотреть, потому что, если честно, у меня разбегаются глаза, и я не знаю, направо идти, налево, прямо, куда идти-то. Сначала я хотела бы вас пригласить в нашу галерею. Она называется «Сельпо». Проходите, пожалуйста. Ничего себе! Мне как будто я в детстве где-то оказалась. Да, это наша гордость. Раньше здесь у нас была конюшня. Здесь прям? Да, стояла тетка, наша лошадь. А откуда вообще у вас столько экспонатов? Где вы их берете? Как вы собрали такую потрясающую коллекцию? Ну, ребята, у нас летом работают художники из Москвы. Это наша гордость. Да, кстати, это очень интересно. Это тоже ручная работа. Эти фигурки сделаны вручную. У нас есть свой столярный цех. Потом художники это все расписывали. Очень сложный механизм внутри.
О сложных механизмах думать совсем не хочется. Волшебство и все тут. Действительно, такой, как в сказку какую-то попал. Вот я, наверное, чувствую себя сейчас, как вот эта вот девушка. Я бы также с ней рядышком легла и просто смотрела на карусель. И в самом деле, что не сказка, мультфильм. Почему висит? Вот вы знаете, у нас стояла небольшая статуэточка мальчика. Мы его между собой прозвали Федором. Это по сюжету мультфильма «Моя мама самолет». К сожалению, мальчика продали, осталась одна мама. Это мама полетела. А зачем мальчика продали? Ну, гости очень просили. Но художники нам обещали сделать Да? другую работу. Так что мы будем Понятно. ждать. Чисто по-русски, вот так вот старо-русски, что валенки, зима, лежит котейка. И так вот как-то все это за душу берет. Прям вот чувствуется, что все это сделано с любовью, с душой. Я готова здесь сейчас зависнуть на несколько часов и рассматривать просто каждую деталь. Так и зависла бы, но во дворе еще столько всего интересного. Глаза по-прежнему бегут в разные стороны. Я просто не знаю, мне здесь так нравится. Просто как, я не знаю, ты как на страницах где-то в книге оказался. Как будто нарисованные страницы, действительно. Люблю я такие таблички. В Праге была, на Байкале была, в Женеве была, в Нью-Йорке была, в Ярославле была, в Сочи была, в Туапсе была, в Пекине не была. Значит, надо поехать. Подписывайтесь на мой канал, и мы будем путешествовать с вами вместе. Хватит снимать уже деревянных животных, пойдем к настоящим. Ну что, приготовьте миллиметры. Здравствуйте. Здравствуйте, проходите. Меня Яна зовут. А меня Сергей Александрович. Очень приятно. Проходите на нашу мини-ферму, мини-зоопарк, можно сказать. Я не хочу к индюкам идти. Не надо бояться, не надо, они же в вольере. Также у нас здесь гусь-пром. Ой, 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 какие Федя. красивые. Он защищает своих девочек. Красавец какой. Вы знаете, страшно мне. Пойдемте туда сначала. Пойдемте, да, посмотрим, где у нас гуляют курочки. А сколько у вас куриц? 60 штук. А петухов? Ну, где-то петухов 5. Также вот у нас молодняк, вот там. Еще молодые вообще курочки, китайские, вон, видите, какие они крупные ножки. Это здесь простые курочки, а это чисто на яйцо. А китайские зачем? А это как дистерминационные. Вот А здесь у вас что? Это у нас здесь птичник, где зимуют курочки. Здесь у нас находится карантин для наших цыплят. Здесь мы вот выводим и вот шелковистых, и китайских курочек. А сейчас в данный момент находятся индюки, цыплята. А когда вы их в вольер? А вот они сейчас чуть потеплее будет, и мы их в вольер. Эта птица очень теплолюбивая. Из-за этого сейчас она в данный момент у нас находится в помещении. В данный момент вот еще у нас здесь мы держим уже бройлеров, курочек на мясо. Это все идет в ресторан. Жалко. Да мы же вас кормим, кушаем. Вот. А чуть подальше вот у нас здесь живут курочки. Сейчас я вам покажу. Это вот гнезда, так называемое, где несутся курочки в данный момент. Вот, пожалуйста. Всегда хотела увидеть это. И сколько она так сидеть будет? Ну, бывает все по-разному. Кто-то час, а кто-то быстро прибежал, свое дело сделал и убежал. А сколько примерно вы в день собираете яиц? По 4 десятка, 40 штук в день. Каждый день. Нормально. Да. И получается, к вам приезжают и покупают даже? Да, да. И сколько стоит примерно десяток? 250 рублей. Здесь без всяких примесей, ни добавок никаких, ни химии нету. Чисто экологическое все. Да не бойся ты. Они уже На панике такая сразу же.
Тут еще и мои любимые кролики водятся. Вот это сюрприз. Смотрите, наша мини-ферма кроличья. Тут у нас вот показательные клеточки, которые изобрел профессор Михайлов. Очень удобные для дачников. Почему они такие большие? Это наши великаны, мясная порода. В данный момент вот они достигают даже до 8 килограмм за год свободно. Они очень быстро растут. Это вот называется французский баран. А клеточки это очень для чего удобные? Для дачников. Вот ведь заметили, большие кормушечки. Здесь и водичка в канистры наливается, комбикорм. Это все можно на неделю один раз засыпать, положить, и можно домой уезжать. Через неделю можно приехать, просто посмотреть, где что-то добавить. Также заметили вот пол, он с дырочками. Все, что кролик сходил, оно все проваливается. Специальный бункер и ведерочко. Все очень чисто. Также вытяжка имеется. Ни запахов, ничего. Кролики постоянно чистые. Выходит, хозяйство – это не только милый деревенский уголок, но и наглядное пособие по умному обустройству деревенской или дачной жизни. Такая морда. Может укусить? Может. Они думают, это морковка. Пальчик – это морковка. Вот, посмотрите, какие у нас маленькие кролики. А сколько им? Им 3 недели. Малыши совсем. И прижмите вот так, тихонько. Он сейчас успокоится. Мягкие, такие прям, какие же хорошенькие. Каким-то ветром занесло сюда и совсем экзотическую для сельских домов живность. На радость гостям, конечно. А это у вас фазаны? Да. 2 мальчика. 2 мальчика. Девочки у них нету. Они потому что начинают из-за девочки драться. Почему они такие разные? Один как попугай, а другой... Это разные породы. Да? Да. А еще ослик имеется. Можете тебя погладить? Конечно, он очень любит. Ой, ты хороший. Он очень любит детей. Ты Да, детей- Иосиф. Ты деток любишь? Угу. Ну нету ничего, ну нету. Дурить он очень любит у нас. Дурить. Дурит? Дурит. Маленький еще, конечно, ребенок. Надо ему у кого-нибудь друзья. Друзья. А он дружит с лошадкой, с нашей, с теткой. М-м. Очень хороший. Он меня плюнул. Надеюсь, что подружка, что пасется в загоне, более дружелюбная. Это наш Владимирский тяжеловоз, лошадка. Зовут ее тетка. Ей уже 20 лет. Лошадка очень дружелюбивая. Да, тетушка? Да, моя. Она очень любит. Но не укусила. Почти все, чем питаются гости в знатной сторонке, выращивают тут же. Сплошной натурпродукт. Варенье и иван-чай тоже собственного производства. Подумалось, почему бы не устроить чаепитие прямо во дворе? Перед этим небольшое преображение. Мы же в сказке, верно? Сказано, сделано. Вот и настоящее русское чаепитие. В прикуску отменная выпечка от местных поваров. Что еще для счастья нужно? Чувствую себя барыней. Для более капризных господ ресторан с русско-французской кухней. Наелись до отвала? Залезайте на печь. Интерьер просто загляденье. Пока в знатной сторонке всего один дом, и сюда не попасть. Бронь до осени. Так что возвращаюсь в Плёс. К слову, цены на проживание в этом крохотном городке космические. Оно и понятно, спрос рождает предложение. Но мне удалось найти гостиницу, в которой комфорт и сервис на высоте, а цена заметно пониже. Отель «Фаворит» – мой фаворит. Я довольна, советую. Да еще и номер достался с видом на Волгу. Но чего любоваться из окна, когда до реки рукой подать? Погнали изучать город. Каких только музеев нет в Плёсе. И музей рыбы, и музей свадьбы, и музей пейзажа. Но все-таки самое главное, наверное, дом, где жил и работал Левитан. Туда мы сейчас и направляемся.
У подножья горы домик с зеленой крышей. Он-то нам и нужен. Вы не против, если мы немножко поснимаем здесь? Да, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, почему этот музей такой самый главный здесь, в Плёсе? Потому что этот музей основан на месте дома, в котором когда-то жил великий русский пейзажист Исаак Левитан. Он снимал комнаты в этом доме два летних сезона. Летом 1888 и 1889 годов. В этом зале вы увидите подлинные работы Левитана и его друзей. Как вспоминали друзья художника, он никогда не искал в природе чего-то необыкновенного. В поисках интересных мотивов, когда все ребята разбредались по разным местам, Левитан садился у любой кочки и возвращался домой с мотивом, и вполне проработан. У меня аж мурашки по коже. Так получилось и в этой работе «Овраг с забором». Казалось бы, ничего особенного, но если присмотреться, вы увидите, как выписаны пласты земли, как солнце играет на травке, на жердочках забора, как светится на дороге. Рука мастера видна сразу. А какие работы были написаны Левитаном здесь, в Плёсе? Из плёсских работ у нас здесь представлена «Осень мельница Плёс», написанная в первый год пребывания художника в Плёсе, на небольшой речке Шоханке, которая впадает в Волгу. Сама работа находится в Третьяковской галерее, а вот первый этюд, сделанный Левитаном, находится в нашем музее. И еще из плёсских работ у нас работа «Волга», одна из работ на тему «После дождя Плёс». Здесь представлен интерьерный уголок «Мир вещей вокруг Левитана». Некоторые вещи здесь из художественной мастерской художника в Москве. Это стол, за которым Левитан писал свои письма, работал. На столе мы видим фотографии его любимых учителей Саврасова и Поленова. Это книжный шкаф, если вы посмотрите, в котором Левитан хранил свои книги и письма. Комнаты пойдете наверх снимать? В комнатах наверху что? Ну, пойдемте, покажу вам. В этой комнате когда-то жили Исаак Левитан и его друг, художник Алексей Степанович Степанов. В то время весь дом Солодовниковых пропах красками. Художники вставали рано утром вместе с птицами, а возвращались поздним вечером, приносили сырые работы и раскладывали их прямо на полу. В этой комнате жила сама Софья Петровна Кувшинникова. Она очень любила играть на фортепиано, часто играла Шопена, Шуберта, Листа. Это одни из любимых композиторов Левитана. К примеру, когда он писал свое великое полотно «Над вечным покоем», он часто настаивал, чтобы Софья Петровна играла ему траурный марш из героической симфонии Бетховена. А все убранство здесь, это сохранилось? Все убранство, нет, с тех времен оно не сохранилось, но тем не менее вся мебель подлинная 19 века, собиралась она в плёсских купеческих домах. Отношения Левитана с Кувшинникова достойны сериала. Обязательно почитайте об этой парочке. Так что неудивительно, что тут чтят не только самого художника, но и его музу. Она, кстати, тоже картины писала. Спасибо вам большое за экскурсию, было очень интересно. Пожалуйста, возвращайтесь к нам в Плёс. Спасибо, до свидания. До свидания. Знаете, я заметила, что в этом кафе всегда очень много людей. И я хочу зайти и посмотреть, почему. Здравствуйте. Какое у вас интересное кафе. Что интересного вы можете рассказать об этом замечательном месте? Это место известно по всей Ивановской области. Плёсские традиции. И здесь у нас выпекается, например,
кулейка, вы ее больше, это пирог, который вы больше не встретите вообще нигде. Сама кулейка печется по именно древним плёсским традициям. Творог взбивается со сливками и с яйцами. Дрожжевое тесто, оно очень рассыпчатое. Это уникальный продукт, который просто нигде больше рецептуры не знают, только здесь у нас. Звучит очень аппетитно. На месте нынешней кофейни в начале прошлого века была чайная. Тут участвовали в разных чтениях и смотрели театральные постановки. Людей в этом месте и сегодня много, но причина уже не театр, а та самая кулейка. Здравствуйте, можно одну кулейку, капучино и любимое печенье Левитана? Ваш капучино и ваша кулейка. Спасибо, как все аппетитно выглядит. Приятного аппетита. Спасибо. Ну что, пробуем кулейку. Это еще наше любимое печенье Левитана. А почему оно любимое печенье Левитана? Потому что Левитану готовила это печенье бабушка, а он привез сюда в Плёс этот рецепт, и теперь это наше коронное печенье, которое Спасибо. знают все. Спасибо, попробуем. Это очень вкусно. Творожное. Это даже не пирожное, но не очень сладкое. И нежное, нежное, нежное. Вкуснотень. Будете в Плёсе, я очень советую эту кофейню и обязательно попробуйте кулейку. Вкусное песочное печенье. Если честно, у меня тоже бабушка такое же пекла. Все-таки у всех бабушек есть что-то общее. Спасибо вам большое, было очень вкусно. Приходите к нам еще. Обязательно. А подскажите, куда можно еще пойти? Вот что интересного посмотреть в Плёсе? Если еще чуть выше подняться, там есть коптильня, которую просто можно посетить и посмотреть сам процесс копчения нашего леща, сама и щуки. Да. Как интересно. А ведь я сразу приметила, копченая рыба тут на каждом углу. Оказалось, что ее тоже готовят по старинному рецепту. Знакомьтесь, Алексей Чучелкин, коптильщик, который давно привык к дилетантским вопросам путешественников. Почему в Плёсе вот рыба горячего копчения очень популярна? Она везде продается. Ну, это еще повелось из древних времен, там, с Ивана Грозного. Здесь были соляные амбары, то есть всегда заготавливали рыбу, солили, и отсюда ее, то есть вылавливали здесь все в близлежащие округи, все, кому не лень. А вообще процедура копчения какая? Мы изначально, когда берем рыбу у исключительно проверенных поставщиков, мы ее обязательно замораживаем не выше минус 18 градусов, чтобы убить, скажем так, все ненужные паразиты. Сейчас мы уже можем забрасывать ольху, для того, чтобы рыба придала копченый цвет и аромат. Вот, в принципе, готово, можем проверять. Вот это красавцы. Пошли покупать рыбку. Все, пожалуйста, проходите. Спасибо вам большое. Магазин всего в 2 метрах. Удобно. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы только что покоптили рыбку, но сказали, что час нужно ждать, пока она остыла. Поэтому я хочу попробовать ту, которая у вас лежит. На холодильной камере. Да, и леща, самого вкусного. Пожалуйста, вам за нашу рыбку, пожалуйста. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Приятного вам аппетита, кушайте на здоровье. Спасибо. Кстати, покупать рыбу, которую вначале закоптили, а потом томят под солнцем на прилавке, не стоит. Велик риск отравить организм и испортить отдых. Лучше выбирать леща или судака, который ждет из холодильной камеры. Ну что, давайте попробуем нашего замечательного лещика. Лещ, конечно, костлявый немножко. И что мне нравится, нет такого приторного привкуса копчения. То есть он прям не такой соленый, мало соли.
а такой вот нежный, легкий вкус. Очень вкусная, нежная рыбка. Этого леща поймали здесь же. Волга в Плёсе не слишком широкая, но рыбы тут столько, что вся Россия кормится. И пейзажи глаз не оторвать. Вы меня спросите, чем еще можно заняться в Плёсе, а я вам скажу, можно устроить экскурсию вдоль Волги. Течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет, среди хлебов спет. Вот так вот сидишь, любуешься красотами, а тебе еще рассказывают всякие истории, например, про бурлаков, про Волгу. Наверное, потом еще расскажут про Плёс. Плёс был местом Про Плёс. Бурлаки располагались на левом берегу. Где-то здесь находится очень известная резиденция нашего бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. Я могу ошибаться, но, возможно, вот она. Находится она за большим забором. И, если честно, все местные говорят об этом. Сейчас он находится там. Привет! Подписывайтесь на мой инстаграм. Там всегда все в режиме реального времени. Вдохновляющие виды и символ творчества. В город, теперь уже навеки связанный с именем Левитана, стремятся и государственные лица, и люди искусства. И даже те, кто хочет открыть себе талант живописца. Побывать в городе художников и не попробовать самостоятельно нарисовать хоть что-то, я думаю, это будет большой ошибкой. Поэтому я пришла на мастер-класс к одному из самых известных современных мастеров этого города – к Виталию Панченко. Пропахшей красками и white-спиритом мастерской художник объясняет мне, как изобразить Волгу. Вот так, да, живо-живо. Все, не надо одинаково все делать. Хотя мастер вряд ли доволен моей работой, процесс по-настоящему успокаивающий. Что-то вроде сеанса психотерапии. И не поймешь, то ли в красках дело, то ли в художнике. Когда я была в первом классе на уроке рисования, у нас была задача нарисовать морковку. И мне за эту морковку поставили 2. И я до сих пор помню и эту морковку, и эту двойку, и после этого художественная жила во мне была убита учителем. Что-то это больно жестокая история, мне кажется. Сколько было вам лет? 6-7. Такого учителя надо выгонять помойной метлой просто от детей, чтобы... Вообще детей нельзя морковки заставлять рисовать вообще. Ну, так, не очень у меня получилось. Сейчас, держи. Не быть из меня художником. Ничего, вот так вот берем, смотри. Это тоже мастер-класс, видишь? И все, и стираем, да? И пусть почти всю мою картину написал сам Виталий, собой я все-таки горжусь. После той самой морковки здесь, в Плёсе, я, кажется, поверила, что способность рисовать у меня выше абсолютного нуля. Возможно, когда-нибудь о Виталии Панченко тут тоже будут говорить во весь голос. А пока главным остается Исаак Левитан, автор знаменитой картины с церквушкой. Вот та самая гора, которую позже назвали в честь художника. Вот он, Исаак Левитан, застыл в бронзе, создавая одну из своих известнейших работ «Над вечным покоем». Церковь, правда, не та, что писал Левитан, подлинная сгорела, а это ее копия. Да и не важно, ведь покой этих мест не перестает быть вечным. Плёс – это лекарство, которое показано жителям столиц и других мегаполисов, погрязших в повседневной суете. В этот городок я, кажется, влюбилась с первого взгляда.
Причем навсегда. Чистый воздух, красивая природа, деревенская тишина. Особенно тут, на горе Левитана. Это город-музей, это город-история, это город-картина. И хотя бы раз побывать в Плёсе, в этой настоящей волжской жемчужине, я думаю, стоит каждому. Ведь это уникальный шанс вернуться в прошлое. Подписывайтесь на мой канал, если еще не сделали этого, и следите за мной в Инстаграме. И помните, со мной вы будете скучать по местам, в которых еще не бывали. Пока-пока!